Всем привет из Одессы! Вчера в городе был сильнейший дождь, можно сказать ливень, и решила сегодняшнее видео начать с него, поскольку оно идеально показывает, что в Одессу уже пришла настоящая осень. Сколько в Одессе красивых зданий, которые еще требуют реставрации. Сейчас прохожу, и так мне стало интересно. Вот видите, какая технология постройки была. Обсыпался фасад. Такая внутри прям сетка и все натянуто. Я никогда, кстати, не обращала внимания. Сейчас, наверное, уже совершенно другие технологии. Видите? Вообще непонятно, что это такое. Кто знает, пишите, пожалуйста, в комментариях. Часто, когда идешь по центру Одессы, по историческому центру, многие здания требуют ремонта и посмотрите, просят не ходить близко к старым домам, потому что что-то может упасть на голову. Видите, вот здесь карниз, и видно, что он постепенно обваливается. Здесь после войны быстрее в городе будут сделаны все реставрации. Сейчас прохожу агентство недвижимости. И вот здесь классно, что цены на квартиры с фотографиями домов и самих квартир. Это прикольно. Так хоть немного понимаешь, что агентство имело в виду. Так что, если вам интересно, можете поставить на паузу и посмотреть, что почем сейчас. Дождливая погода продержалась у нас недолго. Сегодня вышло солнце, но, правда, похолодало и очень сильный ветер. И на некоторых улицах падают деревья, поэтому кто живет в Одессе, сегодня каждому нужно быть осторожным. Знаю, многие из наших зрителей любят одесские дворики. Сейчас приехала в центр и как раз один из таких вам покажу. И расскажу, какие же сейчас новости у нас в Одессе. Сегодня утром меня насмешила новость о том, что на 10-й станции Фонтана пропала электроэнергия. Но это необычная авария. Просто маленькая милая белка перегрызла провода и оставила жителей города без электроэнергии. Надеюсь, проблему быстро решат, а белка не будет наказана. В некоторые одесские дворы заходишь и просто умиление, как здесь тихо, спокойно, солнечно и приятно. Очень редко в одесских дворах можно сейчас увидеть настоящий колодец, которым когда-то пользовались действительно люди. Посмотрите, он здесь сохранился в целости и сохранности. Закрыт, конечно, уже никто им не пользуется, наверное, много лет. Но тем не менее, это интересно. Обычно на колодце пишут дату, год, когда он был построен, но на этом ее нету. Смотрите, какой балкончик интересный. Как же без одесского котика? Вот первый котик. А вот пригрелся на солнышке, пока еще есть возможность. Вот такой второй. У них здесь жизнь удалась. Посмотрите, какой домик. В последнее время у нас начали делать домики для котов. Здесь есть водичка. Посмотрите, настоящие одесские коты едят не только сухой корм, но и рыбку, возможно, даже какую-то тюлечку. Так, в центре мы с вами побывали, а сейчас едем в Сады Победы. Дальше расскажу, что же это такое. Так, что же такое Сады Победы в Одессе? Мы еще с вами здесь не были. Это торговый центр с элитными бутиками. Здесь есть ресторан, концерт-холл. И здесь еще проводят различные выставки. Мы сейчас попробуем с вами заглянуть одним глазком, посмотреть, что здесь есть. О, Сады Победы. Посмотрите, какой круг прикольный. На верхних этажах проводят выставки. И там еще на более верхнем этаже есть концерт-холл. Сейчас поднимемся с вами, глянем. Так. Я пришла в супермаркет Космос специально, чтобы показать вам одну фишку, которую здесь недавно увидела, и считаю, что это очень интересно, и не все о ней знают. Мы не зря с вами зашли в отдел с алкоголем, потому что мне очень хотелось показать вам приспособление, которое я видела только здесь и больше ни в каких других супермаркетах. Хотя, может, есть, я просто не замечала. Смотрите, экспресс, охлаждение, вина до идеальной температуры. Сюда в это такой вот аппарат, посмотрите, уже минус 37 даже есть, опускается вино и
ставится определенная температура, время, здесь есть целая инструкция для того, чтобы вино быстро охладить. Вот видите, температура охлаждения опускается на 1,5 градуса за 1 минуту. Классная штука, если вы идете в гости, либо хотите правильно выпить какой-то сорт вина, который вы любите, то здесь можно все довести до идеала. Раньше какие-то подобные штуки можно было встретить где-то только за границей. В Одессе, к сожалению, такого не было. Если что-то было интересное в Украине, то оно было где-то в столице, в Киеве. А сейчас, видите, мы с каждым годом становимся все лучше и лучше. А вот прохожу бутик с цветами, и здесь завораживает просто количество гортензий, и все они голубые, розовые, белые, очень красиво смотрятся. И в какой-то момент подумала, что сейчас осень, а здесь есть пионы, но на самом деле это пионовидные розы, очень похожие на пионы. Посмотрите, какая прелесть! Невероятные цветы. Здесь уже пошла экзотика. Честно, это похоже на лилии, но даже не знаю, они ли это. Сейчас с вами мы находимся на 2-м этаже, здесь как раз есть кафе, и вижу какие-то картины. О, телец, это же я. И рядом со мной деньги, это всегда хорошо и большой плюс. Уже эта картина мне определенно нравится, но, к сожалению, на них нет цен. Вот, еще они так переливаются, очень красиво, видно, что как будто какая-то керамика покрыта лаком. Эта картина называется «Одесский поцелуй». А эта картина называется «Архитектура мечт». Очень необычная, и с чего они сделаны, я до конца понять не могу. И об этом мало информации. Здесь, наверное, нужно звонить и спрашивать, что к чему. Маленький обзор сделали, поэтому едем вниз. Сейчас как раз прохожу дом, который недавно пострадал от обстрела, пострадала вот квартира на верхнем этаже, и здесь это очень хорошо видно. Решила с вами прогуляться по многими любимому парку Победы. Одному из самых больших парков в Одессе. Его площадь составляет примерно 50-55 гектаров. Что-то такое. В общем, он очень большой, и здесь точно есть где разгуляться. Что мне очень нравится, что в последнее время популярно возле заведений, вот даже возле маленькой кафешки, есть мисочка с водой для животных. И могут коты, собаки подойти и попить воды. Вот можно выпить какой-то напиток, лимонад, мохито, так, кофе, и вот указаны на все цены. Есть, можно попить и чай. Я что-то пропустила этот момент и не поехала к морю. Боже, белка! Белка, класс! Такая красивая, с пушистым хвостом. Боже, какая прелесть! У меня ничего нет, только бутылочка с водой. Я что-то снова не подумала, что-то с собой взять. Какая красивая белка! Надеюсь, что это была не та самая белка, которая сегодня перегрызла провода. Сейчас подойдем, спросим, сколько стоит поплавать на такой лодочке. Я знаю, вы часто интересуетесь, какая обстановка сейчас в Одессе. Вы знаете, в последние дни у нас спокойно, и уже все между собой говорят, и на улице, и знакомые, и соседи, и друзья о том, что все переживают, потому что, знаете, как говорят, затишье перед бурей, и еще каждый день в пабликах, в новостях нас предупреждают о том, что может быть сильный обстрел, и будут стрелять по энергосистеме, по энергетической инфраструктуре, и каждому нужно быть готовым, и буквально в каждую тревогу предупреждают заряжать пауэрбанки, телефоны и все другие гаджеты. Поэтому, как вы понимаете, вроде бы как тихо, но все равно остаются в напряжении. Все отдыхают, все загорают, скоро похолодает, нужно не терять время. Вон утки, вот черепахи. Я помню, как в парке Победы было этих черепах пару штук, но их поразводилось, и их здесь, я не знаю, просто сотни.
Не знаю, читали вы или нет, но я сегодня прочла пренеприятнейшую новость. Это то, что уже в октябре в Украине может снова подорожать топливо, дизель может подорожать до 65-70 гривен за литр, а бензин 95 примерно до 62-65 гривен за литр. Это очень неприятная новость для каждого украинца, потому что когда дорожает топливо, то дорожает абсолютно все. И продукты, и проезд, а из-за войны, во время войны цены сейчас выросли абсолютно на все, и такое подорожание, конечно, очень сильно тоже ударит по карману каждого из нас. Потому что ездить нужно, перемещаться нужно, и жить как-то нужно, а все только дорожает и дорожает. А вот кто-то поплыл на фламинго. Есть здесь на чем покататься. Различные фигурки и для детей, и для взрослых, наверное, просто вот такие обычные катамараны. И вот здесь на них цены. Электрочевники это называется. Здесь есть правила их использования. И вот човники по 20 хвилин 200 гривен, электрочовни 10 хвилин 200 гривен и катамараны тоже 200 гривен, но 20 минут. А вот еще одно украшение парка. Это лебедь. Но, к сожалению, он здесь один. Лебеди потрясающие птицы. Грациозные. Красивые. Когда-то их много прилетало на Ильичевскую переправу, но я там давно не была. Не знаю, прилетают они еще или нет. Раньше ездила их там подкармливать. И, кстати, пока здесь сразу скажу, не кормите лебедей свежим хлебом. Им категорически его нельзя есть, потому что они его наедаются, потом мучаются и могут даже умереть. Высота этого фонтана больше 10 метров. И сейчас, когда ветрено, если рядом с ним стоять, то становишься просто мокрым, потому что брызги разлетаются везде. Смотрите, какая классная скамейка. I love Одессу. Ну, многие love Одессу, потому что хоть и город специфический, но тем не менее в нем есть своя изюминка.